По следам вовлечения Путиным северокорейских военных в европейскую войну на языке закрутилась такая тема. Европа осознала масштаб и далеко идущие последствия этой войны. Но тут вышел материал Блумберга, который любезно приводит «Медуза», из которого в целом ясно, Европа в полной мере понимает, к чему дело клонится. А главное, понимает, что несмотря на свои гигантские ресурсы, ее боеспособность перед любой внешней угрозой остается совершенно смехотворной. Европа осознает, что в военном положении она чрезвычайно расслабилась. А главное, что так дальше жить нельзя. Поговорим сегодня и о причинах, почему расслабились, и об ожидаемых последствиях. С конца Холодной войны Запад в целом и Европа в частности живут в концепции вечного мира. По крайней мере, до 2014 года, до аннексии Крыма, идея о том, что международный терроризм – единственный противник развитых государств, такое убеждение было не то что превалирующим, оно было абсолютным. Совершенно очевидно, что внутри себя Европа воевать не будет. Вся концепция Евросоюза, выросшая из союза угля и стали, возникла ровно ради того, чтобы связать экономически, логистически и промышленно основных смутьянов региона – Германию, Британию и Францию. Чтобы война между ними стала невозможной. Невозможной казалась и угроза извне. Да, на восточной границе Евросоюза и НАТО явно созревает авторитарный режим, который все больше грезит всякой исторической справедливостью и все более открыто называет весь западный мир врагом. Но какая в конечном итоге разница, что он там говорит своим гражданам для внутреннего потребления? Режим этот существует только потому, что западный мир снабжает его валютой в обмен на нефть и газ. Вполне резонно европейские лидеры разделяли политическое балабольство и реальность. В балабольстве НАТО – главный враг, с которым нужно непременно воевать, а в реальности ни одна российская ракета не взлетит без денег и электронных компонентов стран этого самого НАТО. Результат совершенно предсказуемый. 30 лет европейские армии и военно-промышленный комплекс финансировались по остаточному принципу. 30 лет они постепенно сокращались и превращались во что-то похожее на наше МЧС. 30 лет НАТО из военного блока превращалась в какую-то не очень внятную организацию, которая на своих саммитах обсуждает проблемы вроде изменения климата. Мы уже говорили, что именно это обстоятельство создало тот прекрасный мир, в котором мы с вами сейчас живем. Тот финансовый, людской и интеллектуальный ресурс, который в прошлом профукивался на подготовку к большой войне, хлынул в реальный сектор экономики. Люди, которые должны были обсчитывать новые ракеты, пошли разрабатывать процессоры, запускать поисковые системы и интернет-магазины, писать приложения и игры. Вся наша жизнь, которая помещается в смартфон, возможность покупать билеты, бронировать отели, платить налоги, общаться со всем миром, не вставая с кресла, все это стало возможным потому, что кто-то не пошел чертить новый танк или снаряд. Начиная с 22 года западный мир и Европа в первую очередь столкнулись с оборотной страной 3 десятилетий спокойствия и процветания, с настоящей войной. Тут европейские правительства и бросились пересчитывать свои войска и вооружения. И прослезились. Оказалось, что значительная часть европейских вооруженных сил представляет собой ту самую потемкинскую армию, о которой пишет Блумберг. Что из сотни танков на базах хранения в лучшем случае десяток способен сдвинуться, а львиная доля вросла в землю по башню. Что существующие на бумаге соединения бригады и дивизии не имеют в своем составе ничего, кроме штаба. Что при номинальной численности французской, например, армии в 250 000 человек оперативно мобилизовать боеспособное соединение хотя бы в пару десятков тысяч – это огромная проблема. Чтобы понять, в каком состоянии находится то самое зловещее НАТО в Европе, нам нужен еще один факт из статьи Блумберга. Вступление в альянс Финляндии европейские силы считают большим своим приобретением. Страна в 16 раз меньше Германии и почти в 13 раз меньше Франции. Зато никогда не отменяла обязательный призыв и держит свои вооруженные силы в боеспособном состоянии. Это уже важное приобретение, потому что 20 000 настоящих военных лучше, чем сколько угодно существующих только в бюджетной росписи, отчетах и докладах. Европа прожила 30 самых благополучных и комфортных лет в своей истории. Естественно, что сфера, которая в эти годы была не актуальна, все связанное с войной, пришла в упадок и разложение. Но судя по тому, что пишут и говорят европейские политики и СМИ, сейчас расслабленное состояние улетучилось. Поговорим об этом после рекламы моей книжки. Посмотрите, пожалуйста. И купить ее сейчас можно и в России, и за рубежом.
Удивительный парадокс. Те исторические события, которые непосредственно влияют на жизнь наших сограждан, по сей день известны россиянам меньше, чем история Октябрьской революции или эпохи Сталинского СССР. Хотя, казалось бы, с революцией прошло больше сотни лет, а перестройка была относительно недавно, и многие видели происходящее собственными глазами. Тем не менее, существует много мифов о 90-х, многие из которых создала пропаганда. Поэтому я выпустил книгу «История новой России». Вот тут она у меня в кадре всегда стоит. Там понятным языком изложены события 90-х и нулевых годов. Прочитав ее, вы узнаете, какие проблемы стояли перед реформаторами, какие были альтернативы экономической реформе и как победа Ельцина в конфликте с Верховным Советом создала предпосылки для появления путинской России. Ну и, собственно, как именно Путин строил в нулевых свой режим. Событий много, и они довольно запутанные, но мы структурировали книгу так, что очень легко разобраться, где, когда и что происходило. А еще мы сделали классное оформление, чтобы книга была не просто источником информации, но и украшением личной библиотеки. Отличным подарком, вот тут такие иллюстрации. Мы специально для каждой страницы, а это вот текст и иллюстрация. Мы вот так вот специально их красиво нарисовали. Все ссылки я оставлю в описании. Также я хочу напомнить, что у нас есть мерч. Сможете приложить к книге худи с ободряющей цитатой или носки с надписью «До завтра» моим почерком. Есть кружки, футболки, шопер. Все очень качественное. В общем, переходите на сайт и выбирайте. Тем более, что сейчас на эти товары действует акция. Если подумывали купить, сейчас самое время. Продолжаем. Судя по тому, что пишут и говорят европейские политики и СМИ сейчас, ситуация благостной расслабленности теперь как рукой снята. Никто прямо не говорит, что им вот-вот придется с Путиным воевать напрямую, но мы, очевидно, находимся в эпохе, где такую вероятность никто не считает равной нулю. Ко всему прочему, мы видим, насколько некомфортно Европе из этого положения выходить. Естественный политический отбор сформировал поколение политиков, которое ориентировано на что угодно, кроме войны. То есть, с нашей точки зрения, являются адекватными и хорошими политиками. Политиками, которые думают и говорят о социальных программах, об улучшении качества и увеличении продолжительности жизни граждан. Даже если мы посмотрим на политиков-популистов, паразитирующих на ненависти, то заметим, в основном они предлагают высылать мигрантов и укреплять границы, а не расширять свои страны за счет новых территорий и населения. Подобная агрессия не направлена вовне, не была милитаризована. Времена военных лидеров для Европы закончились, как законченными казались и времена войн. Именно это обстоятельство позволило Путину преуспевать. Его правление пришлось на самую тихую, безопасную и благополучную эпоху человечества, когда само слово «война» отсутствует в активном лексиконе лидеров первого мира, когда война не способ укрепить власть и обрести поддержку, а то, чего будут избегать любой ценой. Очень легко быковать на тех, кто не то что верит в переговоры и компромисс любой ценой, но на тех, кто в принципе не знает другого метода. Для кого военный ответ за пределами понимания и восприятия. Европейская расслабленность была вызвана не только спокойствием на самом континенте, не только четким пониманием, что новой большой войны ждать не стоит, но и той ролью, которую в регионе играли Соединенные Штаты. Было понятно, что Соединенные Штаты – абсолютный и безоговорочный лидер в НАТО, что они взяли на себя ответственность за спокойствие в Европе и, случись что, за союзников непременно заступятся. Когда ты понимаешь, что если вдруг случится самое невероятное, и ты окажешься под атакой, и на твою защиту встанет самая могущественная армия мира, когда ты живешь с осознанием этого, вполне логичным кажется решение на свою собственную армию подзабить и потратить деньги на что-то более осмысленное. Ведь если кто-то решит повоевать с Германией, он тем самым развяжет войну со Штатами. А таких сумасшедших на свете не существует. Теперь же мир, в котором жили европейские политики, подвергся атаке сразу с двух сторон. Во-первых, под боком у них идет настоящая, в стиле Первой мировой, война, уносящая людей десятками тысяч. Тот, кто эту войну развязал, любые попытки переговоров считает слабостью, не собирается останавливаться и с большой охотой втягивает новых участников. На континенте появилась сила, для которой цена человеческой жизни равна нулю, которая не имеет даже никаких конкретных целей, которой война нужна ради войны. Во-вторых, США навсегда изменились.
Все послевоенное время, при любых администрациях, при любых внутриполитических приколах, Штаты никому не давали повода усомниться в том, что за своих союзников они будут воевать. В огромной степени на этом держится влияние Штатов в мире. На представлении, что если ты прыгнул под их зонтик, то можешь чувствовать себя в безопасности, даже если ты крошечная Латвия под боком у огромной России. Теперь в США есть политическая сила, масштабно представленная в парламенте, имеющая все шансы победить на президентских выборах, которая основывает свою политическую программу на идее кинуть союзников. На идее о том, что НАТО вообще следует распустить или как минимум сильно сократить участие в альянсе США. Что никаких особых причин Америке вписываться за Европу нет, а страны, которые недостаточно финансируют свое участие в НАТО, вообще неплохо бы сдать Путину. Да, Трамп и его подражатели городят, что в голову придет. Но от этого европейцам не легче. США перестали быть рациональной силой, способной одним своим видом остужать горячие головы. США сейчас — это страна, на которую совершенно однозначно нельзя полностью положиться, когда речь идет о вопросах национальной безопасности. 5-я статья Устава НАТО — это, конечно, замечательно. Только еще ни одна бумажка на свете никому руки не выкрутила и не заставила что-то сделать, особенно когда речь идет о Дональде Трампе, у которого 7 пятниц на неделе, и настроение меняется на противоположное под влиянием непредсказуемых мотивов за секунду. Впервые в послевоенной истории Европа встала перед вопросом самозащиты и обнаружила, что к самозащите этой она не готова вообще, что ничего толком нет, ни людей, ни техники, а то, что есть, либо вообще не работает, либо работает совсем не так, как ожидалось. Плохая новость для Путина в том, что если такие материалы появляются, то европейские страны проблему осознают, что видят, к чему дело клонится, и никто не пребывает в блаженной убежденности, будто российско-украинская война обязательно останется в нынешних границах. Все прекрасно отдают себе отчет, что война с Путиным — это потенциальная реальность, и нужно думать, как с ней быть. Все начинают раскручивать военные бюджеты и проводить глубокую ревизию вооруженных сил. Путин каждым своим действием подталкивает Европу к уверенности, что расползание войны очень даже вероятно. Когда ты начинаешь получать оружие и людей, обмениваться технологиями с КНДР, привозишь в Европу войска Кима, тогда даже до самых дипломатичных начинает доходить, что доброе слово и много танков лучше просто доброго слова в этом случае. До них так или иначе дойдет, что собственная милитаризация, наращивание армии и военных расходов – это не опция, а неизбежность. Что прямое столкновение с Путиным не пугалка, а вполне возможный сценарий, и США совсем не обязательно придут на помощь. Милитаризация Европы – это результат нынешней войны, который уже есть и никуда не денется. Эпоха вечного мира закончилась для всех, а не только для тех, кто непосредственно воюет. И это действительно плохая новость для Путина. Вся его война держится на понтах, на вере, что никто совершенно точно не будет ему отвечать, на расчете, что угроза со стороны НАТО, которую он продает гражданам 20 лет, существует только в воображении его пропагандистов. Европа осознает, что не готова к войне, но это не значит, что она готова отдать Путину все, что тот хочет получить. Это значит, что Европа осознает необходимость готовиться. И у нее есть на это ресурсы. Путин жил в очень безопасном для себя мире, который было очень тяжело разрушить. Но он, видимо, смог. До завтра.